Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный и очень быстрый торт «Дубайская шоколадка». Подробный рецепт такого более основательного торта «Дубайский шоколад» есть уже на моем канале. Этот же вариант домашний, я бы сказала, но не менее вкусный. И главное, что он готовится очень быстро, когда хочется именно десерта «Дубайский шоколад». Все подробно покажу вам в данном видео. Рецепт я сделала наиболее доступным для всех, чтобы все смогли его приготовить, кто любит именно этот десерт. По вкусу торт получается действительно роскошным, очень нежным, с хрустящим дубайским слоем. И сначала я буду готовить сейчас шоколадный бисквит. Для бисквита я беру 300 грамм муки, 100 грамм какао-порошка и 15 грамм разрыхлителя. Все это просто перемешиваю и отставляю сейчас в сторону. Какао-порошок у меня не алкализованный, обычный. 6 яиц среднего размера, 16 грамм ванильного сахара, щепотку соли. Соли здесь брать много не нужно. Где-то 1 чайная ложка без горки – это максимум уже. Потому что в таких насыщенных шоколадных бисквитах соль очень сильно чувствуется. Без соли нельзя, но и переборщить с солью тоже нельзя. Все это взбиваю до состояния пены. 340 грамм сахара. Все это взбивала примерно 3 минуты. Добавляю туда 150 мл молока комнатной температуры и 150 грамм растительного масла без запаха. Просто все перемешала. Ничего дальше не взбиваю. Просеиваю сейчас туда всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 170 градусов Цельсия. Перемешаю сейчас все это просто на таких средних оборотах миксера. Ничего долго не взбиваю, просто перемешиваю. Лопаткой тоже вмешивать нет смысла. Тесто получается достаточно таким тяжелым, благодаря какао вязким. Не нужно ожидать от этого бисквита с таким огромным количеством какао, что он будет каким-то мега воздушным, пышным. Нет, он будет очень сильно шоколадным. Выпекать буду при температуре 170 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции примерно 40-45 минут. Это в моей духовке. И пока печется бисквит, я приготовлю дубайскую начинку. Для этого я беру 250 грамм готового теста катаифи покупного. Сковорода у меня 28 сантиметров в диаметре. 50 грамм сливочного масла я растопила на сковороде. И сейчас на среднем огне буду обжаривать это тесто вот таким образом. Примерно 12 минут мне понадобилось при непрерывном помешивании, чтобы оно стало золотистого цвета. Оно будет уменьшаться в объеме, это нормально, это так и должно быть. И вот когда оно вот такого цвета у меня уже стало, ни в коем случае оно не должно подгорать, снимаю с огня, пересыпаю сейчас в ту емкость, где я буду его перемешивать с фисташковой пастой. Емкость берите такую, которая выдержит у вас очень теплую температуру этого теста. Добавляю туда сейчас 350 грамм готовой уже сладкой фисташковой пасты. Содержание фисташки здесь у меня 45% в этой пасте. Также, конечно же, туда добавлены различные растительные масла, в том числе небольшое количество пальмового масла. Но фисташковая паста это очень вкусная. Берите качественную, конечно же. Благодаря составу вот этой фисташковой пасты, тому, что мы берем ее здесь достаточно большое количество, у нас эта фисташковая начинка дубайская будет держаться очень хорошо. И тесто катаифи не размокнет. Даже если мы его не будем никак изолировать ни масляным кремом, ни ганашем шоколадным. То есть это очень большой плюс. Перемешиваю, заметьте, прямо горячее тесто с фисташковой пастой. Так оно перемешается гораздо более быстро. Сразу хочу вам сказать, что если у вас натуральная фисташковая паста без подсластителей, то есть натуральная, без сахара, вам нужно ее, естественно, перемешать с сахарной пудрой, потому что по вкусу тогда начинка будет невкусная, если она у вас не сладкая. Это очень частый вопрос в комментариях. То есть вам нужно ее обязательно сделать сладкой, эту начинку. Отставлю сейчас эту начинку в сторону, чтобы она остыла. И за это время я как раз разрежу бисквит. Бисквит у меня уже испекся. Проверяю для вас деревянной шпажкой. Она выходит сухая и чистая. Когда он полностью у меня уже остыл до комнатной температуры, разрезаю его сразу же на 3 коржа. Ничего здесь не жду. Бисквит очень насыщенный.
очень шоколадный получается по вкусу. Я специально выбрала именно такой насыщенный шоколадный бисквит для этого варианта тортика, потому что дубайская начинка, она многим кажется приторной. И поэтому вот этот шоколадный бисквит будет очень хорошо оттенять вкус самой дубайской начинки. Вы также можете здесь, конечно же, использовать ваш самый любимый бисквит шоколадный, который вы уже знаете, к которому вы уже привыкли. Если вы будете выпекать этот бисквит сейчас не в прямоугольной форме, конечно же, в круглой форме можно приготовить. На это же количество ингредиентов я бы взяла 24 сантиметра в диаметре круглую форму. И я приготовлю крем сейчас. Я растопила 180 грамм молочного шоколада в микроволновке. Добавляю туда сейчас 200 миллилитров холодных сливок для взбивания жирностью не менее 30%. Все просто перемешиваю так лопаткой. Горький шоколад я здесь брать не советую, потому что крему нужна сладость именно от молочного шоколада. Крем также будет стабильным и с молочным шоколадом. У меня здесь какао-содержание 26%. Если у вас нет микроволновки, вы можете растапливать шоколад на водяной бане. У меня уже масса очень холодная, благодаря тому, что сливки холодные. И в моем случае массу я взбиваю сразу. Добавляю туда сейчас 250 грамм сыра маскарпоне, тоже очень холодного. Взбивать буду сейчас всю массу примерно 1,5 минуты до устойчивости и пышности. В вашем же случае, в зависимости от того, какой у вас миксер, возможно, понадобится чуть больше или чуть меньше вашего времени на взбивание. И здесь я хочу еще добавить, что если у вас, когда вы соедините шоколад с холодными сливками, масса будет такая тепловатая или хотя бы комнатной температуры, поставьте это на 10 минут в холодильник. И сейчас я сразу же начинаю сборку торта. Вот смотрите, если у вас вот эта дубайская начинка во время вашей работы с коржами, допустим, или вы что-то отвлеклись на какие-то свои дела, немножко уже так подзастыла, вы можете ее также спокойно импульсами прогреть в микроволновке. Она у вас немножко разжижится, чтобы вам ее наносить удобно было на корж. Либо же на водяной бане, если у вас нет микроволновки. Сейчас всю эту дубайскую начинку я наношу сразу на корж. Заметьте, корж я здесь не пропитываю, чтобы все-таки влага лишняя от коржа не перешла к начинке. Но изолировать я ее все равно не буду. Если вам долго нужно, допустим, чтобы несколько суток простоял этот торт, тогда изолируйте ее масляным кремом. Сейчас я ее просто выровняла вот так шпателем металлическим. Если у вас нет такого шпателя, можете просто ножом ее выровнять. И сразу же начинаю сборку торта дальше. Следующий корж выкладываю прямо на эту дубайскую начинку. Если у вас вся семья любит очень влажные такие коржи, я здесь коржи пропитывать не буду из-за этой начинки. Тогда хотя бы нижний корж не пропитывайте, но пропитайте тогда все другие коржи. Коржи получаются очень нежные, но если вы любите прямо такие мокрые коржи, тогда пропитывайте. Сейчас весь шоколадный крем я наношу уже на второй корж. И немножко я оставлю крема здесь для боковин этого тортика и просто для такого небольшого совсем украшения. Оставлять это не обязательно, это просто мой такой вариант подачи этого тортика будет. Сейчас очень хорошо разравнивается уже этот крем, потому что он уже стабильный благодаря шоколаду. Я его наношу очень аккуратно шпателем, потому что коржи очень-очень нежные. Этот торт, чем он хорош, вы его сразу уже можете подавать. То есть он у вас сразу готов уже к подаче. Он не требует здесь особой пропитки. Максимум час он может простоять, и он уже прекрасно будет нарезаться. То есть очень советую его готовить именно для домашнего чаепития. Как приготовить это тесто катаифи, если вы его не можете купить нигде, ни на маркетплейсе, ни в магазинах? Сейчас огромное количество видео есть, как готовится это катаифи дома. Но это, конечно, нужно повозиться. Шапочку от бисквита я измельчила и посыпаю боковины торта этой шапочкой. И остатками крема я вот так вот, это на мое усмотрение, я просто украшаю уже верх тортика. Также я украшаю сейчас верх тортика шоколадной посыпкой и измельченными фисташками. И все, в принципе, торт мой готов. Тортик разрезается превосходно большим ножом. Лучше разрезать его такими пропиливающими движениями, но даже если вы просто будете разрезать, он прекрасно нарезается. И, конечно же, дубайскую начинку лучше всего поместить именно вниз торта. Заметьте, здесь эту начинку я никак не окрашивала, потому что это для домашнего чаепития. Здесь и так видно, что она зеленая.
Это на ваше усмотрение, вы можете ее просто окрасить пищевым красителем. Прекрасный разрез, необыкновенно вкусный ароматный торт получается. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.